дезинфекции. И вот мы ждем в бараке, служащем чем-то вроде предбанника. Появляется эсэсовец с одеялом, куда должны быть сложены все консервы, часы, украшения. Среди нас еще находятся, на потеху помощникам из числа старых лагерников, наивные люди, спрашивающие, можно ли оставить себе обручальное кольцо, медальон, какую-то памятную вещичку, талисман. Никто еще не может поверить, что отнимается буквально все. Я пробую довериться одному из старых лагерников, наклоняюсь к нему и, показывая бумажный сверток во внутреннем кармане пальто, говорю: «Смотри, у меня здесь рукопись научной книги. Я знаю, что ты скажешь. Знаю, что остаться живым, только живым, самое большое, чего можно сейчас просить у судьбы. Но я ничего не могу с собой поделать. Такой уж я сумасшедший. Я хочу лучше. Я хочу сохранить эту рукопись, спрятать ее куда-нибудь. Это труд моей жизни». Он, кажется, начинает меня понимать. Он усмехается. Сначала скорее сочувственно, потом все более иронично, презрительно, издевательски. И, наконец, с гримасой полного пренебрежения злобно ревет мне в ответ единственное слово. Самое популярное слово из лексикона заключенных — дерьмо. Вот теперь я окончательно усвоил, как обстоят дела. И со мной происходит то, что можно назвать пиком первой фазы психологических реакций. Я подвожу черту под всей своей прежней жизнью. Вдруг в толпе моих товарищей, смертельно бледных, испуганных, о чем-то беспомощно перешептывающихся, происходит движение. Это снова прозвучала хриплая команда, и всех бегом загоняют в следующее, уже, кажется, непосредственно банное помещение. В центре его стоит эсэсовский офицер, нетерпеливо ожидающий, пока мы все будем в сборе. Его речь кратко, отрывисто и сурова. «Я даю вам 2 минуты. Вот я смотрю на часы. За эти 2 минуты вы должны полностью раздеться. Все оставить на месте. Ничего с собой не брать, кроме ботинок, пояса или подтяжек, очков и разве что грыжевого бандажа. Я засекаю 2 минуты. Пошли!» С невообразимой поспешностью люди начинают срывать с себя одежду. Чем ближе конец срока, тем нервнее развязываются узлы, выдергиваются шнурки, расстегиваются пряжки, пуговицы, сбрасывается нижнее белье. Кого-то торопят, слышны хлопающие удары кнута по голому телу. Нас гонят куда-то еще, нас бреют не только голову. Ни одного волоса не остается на теле. Мы едва узнаем друг друга. Мы строимся. Нас гонят в душевую. Но здесь есть нечто, что нас радует, что кажется счастьем. Из кранов идет действительно вода. Вода! Что остается человеку? Голое существование. За несколько минут ожидания душа мы остро ощутили свою наготу. Да, теперь у тебя действительно нет ничего, кроме собственного тела. Нет даже волос. Нет ничего, кроме нашего, в самом прямом смысле, голого существования. Что нам осталось от прежней жизни? Мне, например, только очки и пояс. Его, правда, мне вскоре пришлось обменять на кусок хлеба. Обладателям грыжевых бандажей пришлось вечером пережить еще один волнующий момент. Староста блока нашего барака, приветствуя в кавычках наше появление, заверил нас честным словом, что всякого, кто зашил в свой бандаж доллары или благородные металлы, он лично повесит на вот этой, рука указывает вверх, балке, и с гордостью пояснил, что на такие самоличные действия он имеет право.
С обувью, которую нам поначалу оставили, тоже не все было гладко. Маломальски приличную все-таки забрали. Взамен же человек мог получить что-то совсем не по размеру. Тому же, кто последовал доброжелательному, казалось бы, совету встреченных у входа, заключенных со стажем, и отрезал голенища своих прекрасных, высоких канадских мотоциклетных бутсов со шнуровкой, да еще для маскировки замазал место обреза мылом, пришлось очень и очень пожалеть об этом, ибо предстояло пройти мимо офицера для контроля обуви, и заподозренного в акте саботажа загнали в какую-то соседнюю каморку, откуда еще долго слышались удары кнута и крики истязуемого.